Друзья, привет! С вами Тарас Поздний, и сегодня мы поговорим о самых смертоносных вершинах мира и о причинах смерти на них. Кто впервые на канале, быстренько представлюсь. В мае 2018 года я взошел на высочайшую вершину мира Эверест. Уже сходил на 3 восьмитысячника, на один дойти не удалось на Макалу. Обо всем об этом вы уже можете посмотреть видео у меня на канале. А сейчас себе я поставил большую цель сходить на все 14 высочайших вершин мира. Кроме этого, я являюсь руководителем клуба туристов Кулуар, и мы занимаемся организацией похода и восхождений по всему миру. Делаем это хорошо, поэтому если в горы, то с Кулуар. Итак, вернемся к нашему видео. Сегодня я хочу рассказать о самых смертоносных вершинах мира, и вы можете задать закономерный вопрос: зачем тебе снимать такое видео, ведь таких видео уже на ютубе достаточно много. Ну и у меня есть два ответа. Первый: мне просто самому действительно интересно. Второй: на самом деле, просматривая видео, подобные видео на ютубе, я заметил одну штуку. Блогеры, которые их снимают, сами никогда не ходили в горы и понятия не имеют ни о смертоносности этих вершин, ни о том, о каких вершинах вообще пишут. Они включают в эти рейтинги Эверест, Монблан, Маттерхорн. На самом деле эти вершины не имеют никакого отношения к топ-5 смертоносных вершин в мире. Сразу хочу сказать, что в моем рейтинге участвуют только относительно популярные вершины, то есть это те, на которые было совершено от 100 успешных восхождений. Такие горы, на которые там было несколько экспедиций, которые завершились трагедией, и никто туда не поднялся в принципе, я в рейтинг не включаю, статистику найти по них очень сложно. Мы будем отталкиваться только от самых популярных, то есть 100 успешных восхождений — это такой наш первичный критерий. Символически, что все из самых смертоносных вершин мира — это восьмитысячники. Статистику я брал с Himalayan Database для непальских, для пакистанских с сайта Alan Arnett. И еще скажу, что смертность считается как процентное соотношение погибших к взошедшим на вершину. Итак, поехали. Открывает наш рейтинг убийца женщин вершина Канченджанга. 5-е место у нее в списке со смертностью 12,7%. Высота вершины 8586 метров. Это 3-й восьмитысячник в мире после Эвереста и после К2. Успешных восхождений было совершено 379 и 48 смертей. Канченджанга на самом деле завоевала очень такую страшную славу среди женщин. Почему-то мужчина напускает к себе, а женщин в основном убивает. Очень мало женщин, которые поднялись на эту вершину. И долгое время она была неприступна именно для женской половины человечества. Находится в отдаленном районе, и пока для себя лично я Канченджангу отложил на потом. В ближайшее время не планирую. 4-е место рейтинга — это Дхуалагири, 8167 метров. Примечательно, что несмотря на небольшую высоту, это 7-я вершина мира. Подъем на Дхуалагири по классическому маршруту считается одним из самых сложных среди всех восьмитысячников. Причиной тому в первую очередь есть лавины, в меньшей степени падения и срывы. Очень крутой склон. Весной погодные условия чуть получше, осенью чуть похуже. Всего на вершину Дхуалагири поднялось 544 человека, а 85 погибло. И смертность составила 15,6%. Лично я хочу сходить на Дхуалагири через год. Это будет 2021. Если все будет хорошо, попробую сходить на Анапурну, о которой мы еще сегодня расскажем, и на Дхуалагири, на 2 вершины за одну экспедицию. Перейдем к 3-й вершине, к той вершине, экспедицию, на которую я планирую уже летом 2020-го. Это всем известная вершина К2. Именно она в основном занимает топ рейтингов среди самых опасных восьмитысячников, среди самых опасных вершин, самых смертоносных. И на самом деле это чем-то оправдано. Смертность до недавнего времени составляла там около 42%. То есть, грубо говоря, каждый второй, кто идет на штурм с такой жесткой целью дойти, помним, что мы не учитываем тех, кто разворачивается, погибал на этой горе. Сейчас же на данный период на К2 уже поднялось 452 человека, погибло 86. И процент смертности составляет 19%. В принципе, уже не каждый второй, уже каждый 5-й погибает. Что еще про К2? К2 — это 2-я вершина мира, высота 8611. Такие факты, я думаю, вы знаете. Сюда мы планируем экспедицию
летом 2020 года. Так что подписывайтесь на канал, будем снимать много видео, это будет уникальный контент и уверен, будет прям очень-очень интересно. И сейчас уже по чуть начинаем готовиться. У нас уже собирается костяк команды, это буду я и Никита Балабанов, интервью с которым вы уже можете посмотреть здесь, с ихней Анапурны 3. Кроме этого, скорее всего, будет Ира Галай, первая украинка на Эвересте. И, возможно, еще несколько человек, с которыми мы финально еще не дообщались. В общем, команда формируется. Немножко начинаем готовиться, немножко тренируемся. Это примерно там 3-5 тренировок в неделю. Кроме этого, для себя и для Никиты мы решили сходить весной на 8000-ники. Это будет Лходза и Эверест. Соответственно, как часть подготовки к экспедиции на К2. Потом вернемся буквально 2 недели дома и отправимся в Пакистан. Но вернемся к нашим смертоносным горам. Перейдем к второй вершине по смертоносности, это Нанга Парбат, тоже Пакистан, невысокая вершина, 8126, 9-й 8000-ник мира, но в то же время Нанга, ну такой 8000-ник весьма стрёмный. Здесь есть одна особенность: 355 человек поднялось и 74 погибло. Смертность немножко выше, чем К2, 21%, если округлить. Но вот часть погибших погибли, скажем так, не по вине горы. Дело в том, что в Пакистане часто очень неспокойная политическая обстановка. И в 2013 году часть базового лагеря расстреляли местные талибы. К сожалению, там были и украинцы, 3 украинцев погибли в 2013 году, просто будучи расстрелянными, и множество заграничных восходителей тоже погибли. И они все тоже включены сюда вот в смертность горы. Если же откинуть теракт, то самыми опасными на Нанга-Парбате тоже являются лавины и падения со стены. Но что есть привлекательного Нанга-Парбат? Это Диамирская долина, очень красивое место. Там находится базовый лагерь, это еще зеленка, то есть там растет трава зеленая, и перед вами возвышается вся Диамирская стена в 3 километра или даже больше высотой перепада. И лично я хочу очень-очень сильно увидеть это своими глазами. Мне кажется, одна из самых красивых картинок, которая может быть только о горах. Но, друзья, перейдем к нашему первому месту в рейтинге самых смертоносных вершин. И здесь, в принципе, для вас уже нету никакой неожиданности. Это Анапурна 1. Примечательно, что гора тоже не очень высокая, она 10-й по высоте 8000-ник мира, высота 8,91. За всю историю поднялось всего 266 человек. Это наименьшее количество со всех 8000-ников. При этом погибло 71, и процент смертности составил 26-27%. Что примечательного об Анапурне сказать? Гибнут люди в основном из-за лавин. Самый опасный участок между первым лагерем и вторым лагерем, его нужно просто пробежать. Поэтому в основном сюда приходят уже акклиматизированными, то есть в идеале мы начинаем экспедицию где-то там условно, ходим на Мэра Пик, акклиматизируемся, потом перелетаем к Анапурне и просто одним махом стараемся сходить эту гору, чтобы минимизировать риски и не шататься по горе там вверх-вниз, как это обычно происходит. Но интересный факт является в том, что сейчас Анапурна 1 возглавляет список смертоносных вершин, но в то же время это первый 8000-ник, на который удалось подняться человеку. В 1950 году Морис Эрцах в своей экспедиции на Дхуалагири и на Анапурну, они не нашли пути на Дхуалагири, зато в итоге поднялись на Анапурну. И это стало первое восхождение человека на 8000. Очень такая драматическая история, потому что они там сильно поморозили пальцы. Потом ехали в поездах по индийской дороге. Обморожения были сильные, такие, что нужно было ампутировать. Когда поезд останавливался на остановку, пальцы просто отрезали фалангами, выбрасывали их там фактически на перрон. Ну, в общем, немножко жутко, но зато очень интересно. Об этом есть книга, так и называется «Анапурна, Морис Эрцах». Всем советую почитать. Я же на самом деле тоже планирую сходить на Анапурну в ближайшем временем. Вот если все получится сначала с Лходза, потом с К2, следующий 8000-ник, скорее всего, будет Анапурна. Это будет большая экспедиция весной 2021 года, в рамках которой я попробую сходить на Анапурну и на Дхуалагири, на 2 вершины за одну экспедицию.
Экспедиция будет очень интересной, как всегда это будут какие-то супер уникальные кадры, добытые тяжелым трудом, поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять лайки, рекомендовать его друзьям, и для меня это на самом деле очень важно. Ну и еще скажу про одну вершину, это Пик Победы, наверное многие вспомнили про него. Кто не знает, Пик Победы это фактически самый северный семитысячник, ну если не считать Хантенгри, тот 7000 ровно, а тут 7463. И что Пик Победы? Пик Победы очень тяжелая гора, но по той статистике, которую я нашел, примерно 900 человек было на вершине и 70 погибло. То есть процент смертности составил в среднем там 7-8%. И в топ-5 смертоносных вершин Пик Победы не вошел именно поэтому. На этом все. Сегодня мы поговорили о 5 самых смертоносных вершинах. Разобрали не только процент смертности, но и причины гибели на них. Спасибо вам за просмотр видео. Не забывайте оставлять комментарии, подписываться на канал и рекомендовать его своим друзьям. И главное, друзья, ходите в горы безопасно, и пускай удача всегда будет с вами. Всем пока и до встречи в горах.